Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейший квадратный мотив. Также узнаем, как соединить такие мотивы последним рядом вязания в единое красивое полотно. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 203 метра в 20 граммах. И вязать я буду нитью в 2 сложения. Начинаем выполнение нашего мотива с 4 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4. И я ввожу крючок в первую воздушную петлю, провязываю соединительную и подтягиваю. Вот такое маленькое колечко у нас с вами получилось. И мы приступаем к выполнению первого ряда. Я провязываю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом, накид на крючок, и в колечко провязываю столбик с накидом. Далее арочка из 3 и 2 столбика с накидом в это же колечко. 1 и 2. Арочка из 3 и 2 столбика с накидом в это же колечко. И обращаю ваше внимание, мы, провязывая наши столбики, ввязываем остаток нити. Далее 3 воздушные и 2 столбика с накидом. 1, 2. И мы завершаем выполнение первого ряда. Обращаю ваше внимание, мы последнюю арочку заменяем воздушной и полустолбиком. Я провязываю в 3-ю воздушную петелечку подъема. Вот таким образом. И так мы будем завершать все наши ряды с вами. Приступаем к выполнению второго ряда. 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом, накид и под арочку столбик с накидом. Далее арочка из 3, накид, под арку провязываем 1 столбик с накидом, 2, арочка из 3 и под эту же арку очень внимательно 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее опять арочка из 3, накид и под следующую арочку 1 столбик с накидом, 2, арочка из 3 и 2 столбика с накидом. И опять у нас арочка из 3. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И последнюю арочку мы заменяем, как и в предыдущем ряду. Давайте довяжем с вами вместе. Арочка из 3. 1 столбик, 2, 3 воздушные, арочка из 3. 1 столбик, немножко побыстрее буду вязать, здесь все понятно. Арочка из 3, накид. Теперь смотрите, под эту арочку провязываю 1 столбик, 2, воздушная, накид и в 3-ю воздушную петлю полустолбик. И наш с вами второй ряд готов. 3-й ряд начинаем точно так же, как и предыдущий. 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом под арочку. Далее очень внимательно 3 воздушные, накид и под арку я выполняю
первый столбик с накидом, далее 3 воздушные и второй столбик с накидом. Далее арочка из 3 и под арочку выполняю первый столбик с накидом, второй, далее арочка из 3 и опять сюда же 2 столбика с накидом. Раз и 2. Далее мы выполняем точно такой же элемент, можно сказать, да, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные и опять под арку выполняем точно так же, как и здесь. Так мы вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 3-го ряда. Как и договаривались, у нас ряды будут завершаться одинаково. Воздушная и полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. Далее 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом под эту же арочку. Мы начали выполнение с вами 4-го ряда. Далее очень внимательно арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и под арочку из 3 мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. Связали. Далее опять арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и провязываем под арочку 2 столбика с накидом, арочка из 3, 1, 2, 3 из 3 воздушных и 2 столбика с накидом. Раз, 2. И далее опять арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 столбиков с накидом и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 4-го ряда. После 2 столбиков с накидом под арочку я выполняю воздушную и в 3-ю воздушную петелечку подъема полустолбик. И опять же начинаю ряд, как и ранее. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и столбик с накидом под эту же арку. Далее очень внимательно я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в первую вершинку провязываю столбик с накидом. Воздушная. Далее второй столбик с накидом. Воздушная. 3, воздушная. 4, воздушная и 5. Связали. Далее арочка из 5 у нас с вами. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И здесь очень внимательно под эту арочку мы провязываем 2 столбика с накидом. Далее арочка из 3, 2 столбика с накидом, арочка из 3 и под эту же арку еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Связали. И далее продолжаем, то есть у нас опять будет арочка из 5 и все точно так же, как мы выполняли ранее. 1, 2, 3, 4, 5, накид, столбик с накидом,
воздушная, столбик с накидом воздушная и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение 5-го ряда. Я его завершаю вместе с вами. Смотрите, обращаю ваше внимание, вот моя арочка. Я провязываю 2 столбика с накидом, 3 воздушные и еще раз 2 столбика с накидом. И только потом завершаю сам ряд нашей арочкой, которую мы выполняем из воздушной и полустолбика. Полустолбик, напоминаю, в 3-ю воздушную петелечку подъема провязываем. Наш ряд завершен. И я приступаю к выполнению следующего 6-го ряда. 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом. Все как и ранее мы выполняли. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, под одну воздушную я выполняю столбик без накида. Далее арочка из 3 и столбик без накида под следующую воздушную. Арочка из 3 и столбик без накида под следующую. И арочка из 3 и столбик без накида. Вот у нас с вами такие 3 арочки получились. И мы продолжаем работу. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, накид. И теперь под эту арочку очень внимательно мы провязываем 1, 2 столбика. Далее арочка из 3, 2 столбика, столбики с накидом. Далее мы выполняем арочку из 3 и провязываем уже 2 столбика под следующую арочку. 1, 2, 1, 2, 3 и еще 2 столбика под эту арочку. 1 и 2. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы повторяем все, что выполняли с нашей стороны квадратика. 3 воздушные и столбик без накида и так далее. Я останавливаюсь, мы смотрим, что у нас с вами получилось. Вот такой уголок и наши арочки. И так вы выполняете до конца ряда. Завершаем выполнение 6-го ряда. Воздушная и полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. Приступаем к выполнению следующего 7-го ряда. Как и ранее, 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и столбик с накидом под арочку. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И будем крючок под первую арку из 3. Столбик без накида. Далее 3 воздушные. Столбик без накида под следующую арочку. И 3 воздушные. Столбик без накида. 2 арочки у нас с вами получилось. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Арочка из 5 и под арку выполняем 2 столбика с накидом. Далее 1, 2, 3 воздушные и сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее очень внимательно арочка из 3 у нас. 1, 2, 3.
И под эту арку выполняем 2 столбика с накидом. Раз, два, три воздушные. И сюда же 2 столбика с накидом. Очень внимательно. Раз и 2. Провязали. Далее у нас опять арочка из 3. Раз, два, три. И провязываем. Первый столбик с накидом. Второй. Раз, два, три. И 2 столбика с накидом. Раз, два. Под эту же арочку. И далее мы выполняем точно так же, как выполняли с этой стороны. То есть мы провязываем арочку из 5. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида под арку из 3. 3 воздушные или арочка из 3. И столбик без накида и так далее. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 7-го ряда. Как и ранее, воздушная и полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. И 8-й ряд мы начинаем, как и ранее, 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом под арочку. Далее арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида под арочку из 3. Раз, два, 3 воздушные, столбик без накида. Далее 5 воздушных или арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. 2 столбика с накидом. Раз, два, 3 воздушные, 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее очень внимательно. Арочка из 3. Столбик с накидом под арочку. Арочка из 3. И под арку провязываем первый столбик с накидом и воздушная. Второй столбик с накидом и воздушная. Третий столбик с накидом и воздушная. Четвертый и воздушная. И 5. То есть всего должно получиться 5 столбиков с накидом. И между ними воздушная. Не забываем выполнять. Далее арочка из 3. Раз, два, 3. И столбик с накидом под арку. Арочка из 3. И столбик с накидом. И еще один. И арочка из 3. И 2 столбика с накидом. Раз, два. Вот такой уголок у нас с вами получается. И мы далее продолжаем точно так же, как с этой стороны. То есть арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. 3. Столбик без накида. Арочка дальше из 5 и так далее. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Вот такой ажурный, красивый у нас с вами мотив получается. Мы завершаем выполнение 8-го ряда. Как и ранее, я выполнила воздушную и теперь полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. И вот такой у нас с вами нежный ажурный мотив получается.
Продолжаем работу и приступаем к выполнению следующего 9 ряда. Для этого опять же 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом под арочку. Далее у нас арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида под арочку из 3. Опять арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид и провязываем первый столбик с накидом под арочку, второй, далее арка из 3 и сюда же 2 столбика с накидом, 1 и 2, провязали. Далее мы будем выполнять 3 воздушные, столбик с накидом под арку, 3 воздушные, столбик с накидом под арочку, 3 воздушные и очень внимательно накид. И теперь под одну воздушную я выполняю первый незавершенный столбик с накидом и второй, и общая вершинка. Далее арочка из 3 и под следующую воздушную то же самое: первый незавершенный столбик, второй и общая вершинка, и арочка из 3. Далее опять первый незавершенный и второй, и общая вершинка, и арочка из 3. И еще раз то же самое: 1, 2 и общая вершинка. Видите? Так мы продолжаем работу. 3 воздушные и опять же столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, 2 столбика с накидом. То есть выполняем все то же самое, что и с этой стороны нашего мотива, ну, нашего уголочка, да, можем так сказать. Первый столбик, второй, арочка из 3 и опять же 2 столбика с накидом, 1 и 2. Далее 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем нашу работу, опять же выполняем наш уголок, как и ранее. 3 воздушных, 2 столбика. Дальше вы продолжите самостоятельно. Мы посмотрим, что у нас получилось. Вот таким образом мы с вами будем продолжать нашу работу до конца ряда. Мы завершаем выполнение 9 ряда. Опять же воздушная и полустолбик в 3-ю воздушную петелечку подъема. Наш 9 ряд завершен. Вот такой нежный ажурный мотив получается. И приступаем к выполнению последнего 10 ряда. Опять же начинаем с 3 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с накидом, и столбик с накидом под эту же арку. Далее очень внимательно: арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и под арку провязываю 2 столбика с накидом, арочку из 3 и еще 2 столбика, 1, 2, провязали. Далее я выполняю арочку из 3 и столбик с накидом под арку.
Далее арочка из 3 и столбик с накидом под арку. Арочка из 3 и столбик с накидом под арку. Арочка из 3. И теперь очень внимательно смотрите, вот арочка между нашими столбиками с общей вершинкой. Я буду выполнять попкорн из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Попкорн или кукурузное зерно его еще называют. Отпускаю рабочую петлю, ввожу крючок в вершинку первого столбика, захватываю петлю и протягиваю, и подтягиваю. Попкорн готов. Из 4 столбиков с одним накидом. Далее арочка очень внимательно из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И под следующую арку выполняю точно такой же попкорн. 1, 2, 3, 4. Ввожу крючок в первую вершинку, захватываю петлю, протягиваю и подтягиваю. Далее арочка из 9. 1, повторим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. И очень внимательно под эту же арку точно такой же попкорн. 1, 2, 3, 4. Протянули, подтянули. Арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И далее опять же попкорн. 2. Точно такой же из 4 столбиков. 3, 4. Ввожу крючок в первую вершинку, захватываю петлю, протягиваю и подтягиваю. Далее арочка из 3. Накид. И выполняем все точно так же, как и с этой стороны. То есть столбики с накидом, арочки из 3 чередуем. Арочка из 3. И теперь под арку провязываем 2 столбика с накидом, арочка из 3, 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее, как мы уже выполняли, будет у нас с вами арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 2 столбика. Я начну выполнение, вы продолжите дальше самостоятельно. Арочка из 3 и еще 2 столбика под эту же арку. И теперь смотрим. Вот наш уголочек такой красивый получается с попкорнами. И наш последний ряд, 10. Так вы выполняете самостоятельно до конца ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего 10 ряда последнего. И я провязала арочку из 3 воздушных. Далее ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. Далее воздушная, ниточку обрезаю и хорошо-хорошо подтягиваю. И давайте посмотрим на наш мотив, который у нас получился с вами.
Вот такой нежный, красивый, ажурный мотив у нас с вами получился. И нам остается рассмотреть, как можно соединить такие мотивы в единое полотно за счет провязывания последнего ряда нашего мотива. Вот такая красота, нежненький, ажурный, красивый мотив. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить, давайте посмотрим, как мы будем присоединять наш мотив последним рядом вязания. Я уже выполнила полотно из нескольких мотивов, и вот хорошо видно соединение мотивов за счет столбиков без накида, которые провязаны у нас в арочках. То есть, смотрите, мы будем присоединяться здесь одной стороной и второй, вот к двум нашим квадратам. И здесь мы будем присоединяться в центр присоединения всех трех квадратов. И само присоединение достаточно простое. Мы будем с вами заменять центральную петлю арочки на столбик без накида. Давайте посмотрим, как мы будем это выполнять. И мы начинаем с вами наше присоединение. Готовые мотивы и тот мотив, который мы с вами будем довязывать и при этом будем присоединять. Смотрите, вяжем все по узору. У нас с вами должна быть арочка из 9 воздушных. Как я говорила, центральную петлю каждой арки мы заменяем на столбик без накида. Здесь центральная петля это 5-я. 1, 2, 3, 4 воздушные выполняем. Далее вместо 5-й петли я выполняю столбик без накида. Смотрите, я беру мотив готовый с изнаночной стороны. В этой арочке я именно буду вводить крючок в воздушную петлю. 1, 2, 3, 4 и вот 5-я моя петля. И выполняю столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4 воздушные. И я беру поудобнее. Мотив у меня изнаночная сторона к изнаночной. Вот таким образом будет находиться. И начинаю провязывание. По узору у меня идет попкорн под эту же арочку. Попкорн из 4 прошу прощения, из 4 столбиков с одним накидом. Я провязываю эти столбики. 4 столбика с накидом. И завершаю выполнение попкорна. Вот таким образом. Вот видите, наше присоединение первое готово. Это присоединение единственное, оно у нас происходит именно в петлю. Далее все присоединения будут идти под арочку. По узору у меня 5 воздушных, значит я выполняю 2 воздушные, третью я заменяю на столбик без накида, 2 воздушные и возвращаюсь к мотиву, провязываю попкорн. 1, 2, 3, 4 в первую вершинку и провязали. Далее у нас 3 воздушные, поэтому я выполняю 1 воздушную, ввожу крючок под арочку из 3, столбик без накида, воздушная. И далее столбик с накидом по узору. Вот уже у нас наше соединение. Мы потом с вами посмотрим внимательно все после того, как соединим одну сторону воздушная. Опять же под арочку столбик без накида, воздушная и столбик с накидом, воздушная, столбик без накида, воздушная. И возвращаемся к нашему мотиву столбик с накидом.
воздушная, подарочку столбик без накида, воздушная. И дальше у нас по узору идут 2 столбика с накидом. Раз, два. Воздушная, потому что арочка дальше идет из 3. И под арку столбик без накида. Воздушная. И опять же 2 столбика. Раз, два. Вот наше соединение. Видите? Аккуратненько, красиво получается. И далее у нас с вами идет арочка из 5. Мы выполняем 2 воздушные. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И я выполню 2 столбика, потом воздушную и столбик без накида и под арочку из 3. Воздушная, еще 2 столбика и остановлюсь, посмотрим, что у нас получилось. Раз, два. Наше присоединение. Я ввожу наши мотивы вот таким образом. И вот смотрите, хорошо видна наша половинка мотива, уже присоединена, да, вот даже больше немножко, точнее пол стороны мотива. И вот нам остается присоединить по узору эту часть мотива, далее присоединиться вот к нашей петле и далее точно так же, как и здесь, будем присоединять уже эту сторону по аналогии. Но сейчас мы с вами продолжаем присоединение и будем провязывать принцип тот же самый, как и с этой стороны. Вот видите, аккуратненько и красиво получается. Продолжаем наше присоединение. Берем поудобнее. Как я и говорила, у нас мотив изнаночка к изнанке, видите, да? И работаем. У нас получается с вами идет воздушная по узору, столбик без накида. Воздушная и столбик с накидом, наш мотив, который мы довязываем. Воздушная, столбик без накида. Воздушная, столбик с накидом. Воздушная, столбик без накида. Воздушная, столбик с накидом. Воздушная, столбик без накида, воздушная, и по узору у нас идет попкорн. Выполняем из 4 столбиков с накидом. Раз, два, три и 4. Попкорн готов. Далее у нас по узору идет арочка из 5, значит мы выполняем 2 воздушные, столбик без накида. Помним, да? Заменяем центральную петлю арки на столбик без накида и опять 2 воздушные. И у нас опять идет попкорн с вами. Раз, два, три и 4. Захватываем первую петлю, протягиваем рабочую, подтягиваем хорошо. Далее очень внимательно. У нас идет арочка
Видите, и провязываются все столбики у нас провязываются в воздушную петлю. У нас получается арочка из 9. Мы выполняем 4 воздушные, 5-ю воздушную мы меняем на столбик без накида. Опять же, видите, я ввожу крючок с изнаночной стороны полотна, обратите внимание. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И возвращаюсь к мотиву попкорн. 1, 2, 3. И напоминаю, попкорн по узору под эту же арочку у нас с вами. И провязываем. Далее у нас арочка из 5, и мы начинаем уже присоединяться, видите, к другой стороне. То есть я беру мотив вот таким образом, полотно разворачиваю, беру как мне удобно. И вот моя арочка из 5, я выполняю 2 воздушные под арку из 5, столбик без накида, 2 воздушные, и по узору у меня идет еще один попкорн. Я присоединю половинку этой стороны, она выполняется, само соединение выполняется точно так же, как мы уже выполняли, мы как бы повторяем с вами. И далее уже вы выполните самостоятельно присоединение и завершите выполнение самого мотива. 4 столбика я провязала, вершинку первого ввожу крючок и подтягиваю рабочую петлю. Далее арочка из 3 я выполняю воздушную, столбик без накида, воздушная, столбик с накидом, мотив, который мы с вами довязываем. Воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик без накида, воздушная, и провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, воздушная и столбик без накида, воздушная, 1, 2. Далее арочка из 5, мы выполняем 2 воздушные, столбик без накида и так далее. А теперь посмотрим, что у нас получилось. Мы с вами присоединили уже одну сторону и половинку следующего мотива уже тоже присоединили. Вот смотрите, я показываю, вот наше присоединение, видите, да, вот мы начинали выполнять. Далее вот красивый такой мотив тоже, видите, получается при присоединении мотива очень красивый элемент получается. Мы потом с вами обязательно посмотрим повнимательнее. И начали присоединение уже следующего мотива. Нам остается завершить наше присоединение. Напоминаю, в нашей арочке из 9 мы вводим крючок непосредственно в воздушную петлю и выполняем столбик без накида и завершаем выполнение самого мотива. Все делаем точно так же, как мы выполняли с вами с этой стороны. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший, ажурный, красивый мотив. И также узнали, как соединить такие мотивы в единое красивое полотно. Давайте сначала посмотрим на наши мотивы. Вот видите мотив. И
Мы соединили в ажурное красивое полотно. И обращаю ваше внимание, что за счет соединения наших квадратиков образовался еще один узор. Вот видите? Я обожаю такие квадратики, когда идет соединение квадратов и получается узор от самих квадратов красивый и интересный. И еще получается за счет соединения дополнительный узор, который очень красиво смотрится и даже может стать основным. Видите, да, как хорошо видно, просматривается наш ажур, наши попкорны. И получается очень нежно, красиво и необычно. Полотно нежнейшее. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такое полотно. Я рекомендую для скатерти. Опять же, можно сделать ажурное покрывало, можно сделать палантин, шаль с красивой обвязкой, можно блузу, кардиган, можно тунику красивую сделать. Все зависит от того, какую вы пряжу выберете. И, конечно же, от вашего желания, фантазии. Давайте еще посмотрим, скажем так, все наши мотивы, видите, да? Вот, видите, образуется один узор, другой. Ну, очень нежней, ну, такое нежное полотно, очень красивое. И мотивы несложные, вяжутся достаточно быстро и просто. Поэтому огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Присоединяйтесь. Вязание — это творческий процесс. И надеюсь, выполнение этого мотива и полотна вам доставит массу удовольствия. До новых встреч и творческих вам успехов!